Привет, с вами Андрей. Сегодня в городе Пули, уже не первый раз. Первые разы я снимал только достопримечательности, старый город, арена, старые античные храмы. Но сегодня решил приехать, немножко поснимать сам город, показать, какой на самом деле. Не только где туристы ходят, а пройти за старый город, там 100-200 метров. И здесь, между прочим, ребята, люди живут. Вот белье висит в таких домах. Ну а здесь знаменитая арена, старая часть города Пулы, где много всегда туристов, где работают кафе и где могут люди немножко заработать денег на туристов. То есть всякие сувениры продать можно, разные обменные пункты работают по обмену местной валюты. В этот раз решил поснимать город немножко с другой стороны, показать обычные улицы. Отошел от старого города буквально на 200 метров, посмотреть, в каком состоянии город находится, как живут простые люди. Ну, вот так выглядят обычные улицы города Пулы, где ремонт сделан, там видно, да, покрашено, а где нет, то это все каменистое, вот это без штукатурки стена, она просто вот обваливается местами. Где есть возможность, можно залатать дыры. Это вам не покажут в репортаже. Вы можете только, когда сами приехать, все увидеть. Да, есть здесь богатые дома, богатые виллы, это в любой стране есть, но так живет обычный народ, который в городе Пули выживает за счет туристов. Это лето, море, продажа всяких сувениров, кафе, бары. Ну и также работать где-нибудь в отеле или сдавать апартаменты. То есть вот такой заработок основной в Хорватии. За счет туристов выживают. Дома очень старые. 18-19 век здесь. Это уже видно по архитектуре, вот стоят, да. А если немножечко так посмотреть, я вам показываю, ну, это вот такие современные дома, ну как современные, уже лет 40-50. Люди живут в квартирах, средняя стоимость квартплаты 200-300 евро в городе. Это мне местный вот мой друг и знакомый Иван поведал. Опять же, смотрите, у каждого почти есть кондиционер. Сейчас цены выросли на электричество и газ на 30%. Вот я вчера с ними разговаривал. И что люди сейчас пытаются на всем экономить. Ну, в общем, в городе жить это, конечно, летом, я вам скажу, удовольствие не из легких. Потому что, если посмотреть, у многих кондиционеров нет, так как они в основном висят рядом с окнами, но я не у каждого вижу, что он есть. Проводка вся проходит снаружи, так как дома старые. От дома к дому такие толстые кабеля идут. А почему я решил это показать вам?
Ну просто когда вы приезжаете на море, вы видите дорогие отели, дорогие виллы, апартаменты на побережье моря. И создается впечатление, что хорваты живут очень весело и прекрасно. Но на самом деле, если вы отъедете от побережья на 50 километров, то вам открываются совсем другие виды. Я ездил уже, смотрел и был, конечно, немножечко удивлен, так как много лет сюда приезжаю, но в основном я приезжаю на побережье. И вот когда я съездил немножко вглубь страны, там уже совсем по-другому люди живут. Потому что они не имеют той возможности, которую имеют те люди, которые живут рядом с морем. Это туристы. Основная часть дохода идет отсюда. Это туристический сезон. Но вот такие дома стоят, напоминают нам о прошлом. Между прочим, вот он в таком плачевном состоянии, если так я вот вижу отсюда, карниз уже треснутый. То есть вот такой кусочек отвалится и все. Не дай бог на кого упадет. Конечно, они когда-то были красивые, да, фасады, может быть, там покрашены были. Но сейчас вся эта штукатурка просто облезла и в плачевном состоянии. И это, ребята, я вам скажу, что это центр Пулы. Я то есть не заходил в какие-то спальные районы, не брал специально, не ехал. Я вот от арены отошел 100 метров. Есть вот такие вот, вам показываю, видите? Если вы такие дома видите, они очень аккуратненькие, красивые, то это люди, которые вот как раз за счет туристов и выживают. Сдают апартаменты, сразу 2-3 квартиры, потому что здесь очень много туристов, море рядом, приезжают. И вот они имеют возможность на эти деньги отремонтировать свой дом. И он смотрится совсем по-другому. Если посмотреть желтый фасад такой, да, и когда вы переводите взгляд на рядом стоящее здание, то совсем другой вид открывается. Тоже вот здание, посмотрите, балкончики, как раньше пристраивали. Красиво. Хоть оно и старое, но смотрится красиво очень. Раньше не было кондиционеров, и вот ставни это как одна защита от солнца. Закрывали на день, и потом только вечером открывали. Тут уже, видите, ставни уже более такие современные. Здесь уже можно открыть часть. Но это уже наши, можно сказать, наш век. Советские времена, пятиэтажка, тарелки, кондиционеры, балконы стандартные. Это вот в те времена строили такие дома. Такие дома и старые, но если посмотреть на лепнину, да, вот сделано все-таки красиво. Я вам сейчас приближу, вы можете посмотреть над окнами. А узоры какие верхние. Даже вот угол дома, да, он в виде колонны. Красиво. Но тоже состояние так себе. Плачевное такое. Здесь тоже штукатурка отвалилась. Все-таки интересно пройтись, посмотреть, как живут другие люди в других городах, в других странах. Такие дома, они встречаются повсюду, которые уже видели на своем веку лучшие времена. Сейчас они просто доживают свой век, а вдали уже открываются простые там спальные районы идут.
на вот местная школа. Здание. Но оно так ничего смотрится. Вот вход главный. Также в Пуле есть порт, но там я его уже снимал сверху с дрона, как бы он не в сильном таком хорошем состоянии, очень ржавое железо стоит, старые корабли, я не знаю, сколько уже лет там стоят, но видно, что переживает упадок. Этот судостроительный завод там находится, и он не очень в таком хорошем состоянии. Просто я отсюда вижу вот краны там. Я сейчас спускаюсь к берегу. Опять же, вот такие дома нас встречают. Ну, я не знаю, все зависит все-таки, да, ребята, от хозяина. У кого есть деньги, тот все-таки за домом пробует следить, там, подкрасить, да, штукатурку обновить. А кто-то просто снимает квартиру и живет как по своим средствам. Рядом с Пулой деревня, там апартаменты у нас находятся, и сами закупаемся, готовим. И я вот сравнил цены в магазинах, конечно, больше, чем в Германии. Но, ребята, я не знаю, как они выживают, потому что литр молока, так взять в среднем, это стоит 3 евро. В Германии сейчас в районе 1 евро. То есть, представляете, на 30-40% цены выросли. Это мне сказал мой знакомый Иван с прошлым годом буквально. Что люди здесь, конечно, стали беднее. Средняя пенсия это 300-400 евро. Это еще хорошая пенсия. Есть меньше. Ну вот взял кефир за 2 евро. Ну вот буквально я за полчаса прошелся по городу и опять вышел к арене. Вот это место привлекает туристов. Здесь в сезон очень много людей приходит посмотреть. Конечно, в Пуле есть и новые здания, красивые фасады, дворцы, большие апартаменты. Но это вы можете увидеть у других блогеров, которые снимают красивую жизнь. А я снимаю жизнь, какая она есть, простая, без всяких понтов. Ну вот есть вот такие красивые здания, стеклянные стоят. Так, ну что у нас? Дизель стоит 13, это почти 2 евро, чуть меньше. Вот смотрите, строят неплохие апартаменты под продажу или сдачу. Эти новые дома строят, значит, не все так плохо, конечно, в Пуле, потому что здесь двигатель прогресса — это туристы. Вот эти все дома, которые строятся вот влево-вправо, посмотреть, это под продажу, под сдачу. Сейчас я еду вдоль побережья, тут уже курортная зона, можно сказать, начнется скоро. И вот они домики строят. Как бы, если есть спрос, значит и есть стройки. В основном люди покупают с Германии, с Австрии. Это соседи такие богатые, которые приезжают здесь, все скупают. Или сами хорваты делают
строят и продают. Цены на недвижимость в Хорватии практически такие, как и в Германии. Особенно касается прибрежной зоны. Чем ближе к воде, тем дороже. Но если уехать на материк, то цены будут в 2 раза дешевле, чем рядом с морем. И сейчас земля очень дорогая здесь. Тут землю скупают и строят апартаменты или отели. Я вам потом покажу. Один такой отель уже больше года строится прямо на берегу моря, в той деревне, где я сейчас нахожусь. Я не знаю, когда его закончат, но он будет большим отелем. Правда, странно очень. Немцы обычно, прежде чем начать стройку, проводят в стройке дорогу. А здесь наоборот, стройка есть, дороги еще нет. Я проезжаю уже окраину города Пулы. Здесь много таких небольших участков. Это фирмы строительные, вот леса стоят. Люди стараются работать. Но сейчас очень плачевное положение, так как уже почти 2 месяца не было дождя. Вчера ночью чуть-чуть покапал, но это не считается, потому что даже землю не намочил. И вот мы как раз были на днях, видели, пожар был. 800 пожарников было задействовано, горел лес в крайне города. То есть это очень... Сам мне Иван сказал, который уже прожил здесь 67 лет, что это впервые так, что за июнь-июль дождя не было. А это, ребята, очень плохо, так как фермеры нуждаются в дожде. Вот сейчас пожарные машины ездят, успевают только на вызовы ездить, потому что здесь, смотрите, выращивают оливки. Это тоже очень важно для Хорватии. Виноград. Вот идут плантации винограда. То есть надо это все поливать 2 раза чаще, так как дождей нет. Вот такие улочки узкие уже появляются. Надо будет аккуратно проезжать. В основном здесь живут местные люди, которые имеют свои дома. Эти дома строили еще их дедушка с бабушкой или еще далекие родственники, там прадед строил. Они живут здесь веками. И вот сейчас цены выросли на все. Конечно, им это помогает, так как дома находятся в частной собственности. Они платят только за свет и газ. Газ, здесь газовые баллоны привозят. Как вот в России по деревням ездят машины, забирают пустые, полные продают. Но вот электричество для них уже стало дорого. А вы представляете, кондиционер сколько электричества за лето сжигает? Это же какая сумма потом выходит. Да, вот если посмотреть, есть красивые дома. Вот стоит, что пансион 3 звезды, приезжай, живи. Кто устроился хорошо, у кого есть возможность, большой дом, он часть дома сдает в аренду, получает неплохие деньги, за лето делают ремонт. И вот такие дома, они, конечно, выделяются на общем фоне вот этих домов, что вот видно сразу, что он аккуратненько все сделано, плюс забор покрашен, там пальмы растут, гараж. В некоторых домах сделали бассейн. Вот все это под сдачу. Вот везде таблички: апартаменты 3 звезды, 4 звезды. Так, и тут смотрите, между прочим, еще вот автостопом ездят. Тоже вот строят апартаменты. Тоже при выезде из деревни. Ну, вот такая хорватская деревушка. Все крутятся как могут. То есть у кого есть возможность, те сдают дома, квартиры туристам. Ехал я вот в деревню. Опять же, смотрите, строят апартаменты. Все это на продажу. Здесь апартаменты. Опять апартаменты. То есть деревня выживает за счет туристов. Это понятно, что сейчас лето, сезон. Каждый пытается сдать свои апартаменты как можно больше или чаще.
чтобы люди могли приехать, отдохнуть. Цены, да, цены выросли также на апартаменты по сравнению с прошлогодними годами, это понятно, уже на 10-15% выросли. Ну вот, а если у кого нет возможности, у того дома немножко похуже. Допустим, вот живут люди. Между прочим, в нашей деревне, где я сейчас нахожусь, есть 2 ресторана. Вот один, и там рядом второй есть. Так вот, столько много в ресторан хотят попасть людей, что если вы просто придете, вас не пустят. А столики уже забронированы. Так много туристов здесь, что вот этих 2 ресторанов на всех не хватает. Ну, там единственный плюс есть. Ты можешь прийти и заказать пиццу. Они сразу пиццу пекут, с собой взять. Вот мы приходили, и пока ждали пиццу, пришли местные люди, которые захотели покушать, и их просто не пустили. Сказали, извините, но надо заранее заказывать, мы вас не можем пустить, потому что свободных мест нету. Конечно, местным это не нравится, что столько приезжих теперь уже в ресторане не покушать. Гонюсь за помпезными там какие-то видео, там не показываю шикарные яхты, дома. Это все есть в Хорватии, это вы можете увидеть и на других каналах. У меня простая жизнь простых рабочих людей, которые ездят в отпуск, отдыхают или просто трудятся на своей земле. И я с ними общаюсь, с такими людьми, и делюсь уже с вами своим взглядом на жизнь, вот, своими небольшими такими репортажами, как вот люди живут, рассказывают, а я вам уже показываю. Так что смотрим новые видео, подписываемся на канал. С вами был Андрей, всем пока.